пошла вода в ручьях с болот. Сегодня приморозило. Наст. Где-то -5 ночью было. Друзья, всем доброе утро. Пытаюсь, по крайней мере, попасть на избу-заползуху. Еще последний раз заехать. Выехал сегодня на собаке. Она легкая. По крайней мере, где-то проскочить. Ну, вот так вот. Какие-то болотинки, где-то можно лебедкой выдернуть. То есть это намного легче, чем доставать тот же снегоход. Да и жалко новую технику. Рисковать не стоит. Здесь зимой, когда проезжал, очень узенький мостик. То есть сейчас под водой не видно. Чуть немножко с него съехал, и все, глубина. То есть по факту, в теории проехать можно, но очень рискованно. Я думаю, этого делать точно не стоит. Так что все, возвращаюсь обратно домой, куда поездка откладывается. Еду обратно и решил прокатиться до речки, посмотреть, в каком она состоянии. Здесь есть места, доехать можно. Собаку держит, в принципе. Я хожу, проваливаюсь уже. Днем отдала. Но на реке все равно я бы не порыбачил там, потому что уровень воды высокий и вода коричневая такая. Практически дна не видно. Ручьи с болот вытекают, и ну, она такого цвета, то есть сейчас хариуса ловить бесполезно. Так что сейчас сходил, прогулялся здесь. Попью сейчас чая. Вот столько у меня пирогов взял с собой. Плюшки с сыром. А самое главное, я в этом году купил на Озоне мачете. Вот такая была мачете. Вот она. Видно, наверное, да? Вот. Вот так она соединялась. Вот две половинки. Хорошая штука. Очень острая. По отзывам почитал. Люди хвалят. Вот такой чехол есть у нее. Матерчатый. Ну, в принципе, нормальный чехольчик. Попользовался я ей буквально немного. В одну поездку я как-то на озеро ездил. Тоже сучья обрубал на дороге. И вот сейчас ветки здесь под елкой рубил. С первого удара она вот так у меня сломалась. Вот, смотрите. Очень хрупкий материал. Вот это именно сталь. Вот так обломилась, и все. С первого же удара только я тюкнул и пополам. В самом тонком месте. Короче, вот такая мачете. Жалко, конечно. Возил ее с собой вместо топорика. В снегоходе. В собаке какое-то время возил. Но вот так вот могла бы где-нибудь подвести. Спокойно. Оставлю ее здесь под елкой. Место неплохое. Попью сейчас чаю и поеду домой обратно. Так что вот такая поездка. Приехал тут на местный водоем, можно сказать, попробовать еще половить щуку на жерлице. Вот, ловлю живца. Сейчас самое главное его наловить и выставить жерлицы. На ночь, может, дня на 2, на 3, не знаю, посмотрю, пока дорога есть, лед нормальный. То есть пока можно ездить. Погода сегодня плюс 6 градусов.
Вот такая вот клюет плотва. Поймал где-то штук 12-13 живцов. Из них только 4 окуня. Остальное сорожка. 2 покрупнее, а остальная такая вот, ну, прям вот отличный живец. Но клюет очень слабо, даже в прикормленной лунке. Дергаешь, она там еле-еле шевелит. Так вот, хоп, и подсечь не можешь. Вот, где-то минут за 10 одну вытащишь, вот так вот. Опять сидишь минут 10-15, потом где-то еще одну вытащишь. Все, ладно, хватит. Пойду сейчас в тот угол. Поставлю жерлицы, сколько есть. Потом еще доловлю. Время 4 часа дня. Я приехал сегодня после обеда. Кривой. Вот этот вот. Это 130-й Мора. Поэтому вот так вот он колбасит его. Когда много снега, наоборот, выливается, а сейчас сливается. Вот без таких санок волокуш вообще никуда. На рыбалку в последнее время не уезжаю. Всегда удобно. На снегоходе подъехал в определенную точку и потом уже санками ходишь, ставишь жерлицы. Надо все достать. Все равно ставить буду. У меня здесь 20 штук всего. Хочу попробовать все поставить. Обидно будет, если мелочевка будет ходить сбивать. Тут ничего нету. Пожеванная сорожка. Сейчас пройдусь, все проверю, посмотрю, а потом буду ловить живца и снова перенаживлять. Это вот такие проделки совершает мелкая щука, грамм по 200, по 300. Схватила за голову или за хвост, размотала, в траву завела, бросила, и вот так получается. Что-то тут непонятно. Тоже ничего нету. Тоже, видите, живец какой пожеванный. Прям вообще. Даже порезы такие от зубов остались. Тут размотано. Здесь что-то есть. Не знаю, большая нет. Да, неплохая щука. Ляпа нету, с собой не взял. Вот такая вот щучка попала. Отличный результат. Килограмма 2
Вот так вот заглотила. Совсем рядышком. Одна есть. Так. Что-то лес какой-то ушла там. Лебедь. Почему-то один. Все, последняя жерлица. Вчера уже вечером здесь видел орлана белохвоста, кружил. Прилетели уже. Тоже есть. Ох, хорошая. Так. Что-то там зацепило где-то. Ёлки-палки. Непонятно. Что-то дергалось сначала. Либо травы много намотало где-то вокруг, либо так не чувствуется, в руках не бьется. Либо какая-нибудь коряга, ветка, может быть кол. По весне здесь сетки ставят, весной, летом. Так не чувствую, в руке не бьется. Назад не сдает. И что, надо тянуть. Вариантов нету. Может, конечно, и не щука. Если бы щука была бы, билась бы, все равно бы какие-то сопротивления создавала. Тут сейчас натягиваешь, тишина. Где-то еще лебеди летят. Ладно, рву. Что делать? По-другому не достать. Все, отцепил. Скорее всего, поводок оторвал. Может быть, и не щука была, но размотана полностью была. Это что-то покрупнее. Чуть-чуть. Веточку вчера специально поставил на прикормленную лунку, чтобы найти ее потом. Живец есть. Поймал где-то штук, наверное, 18-17. Считал, потом сбился. Один только окунь. В основном одна плотва. Сейчас опускал подводную камеру. Еще чуть-чуть прикормил. Плотвичка плавает. Не крупная. Есть экземплярчики такие побольше. Окушок иногда проплывает. Но почему-то клев слабый. Это вот я поймал за час времени такой улов. Друзья, всем добрый день. Время 12 часов дня. Сегодня у нас на улице просто лето. Плюс 10 градусов стоит. Дует теплый ветерок. Можно загорать на солнце. Приехал третий день уже на озеро, где ставлю жерлицы. Из 24 жерлиц 7 сработок стоит. Сейчас пойду проверять. Вот этот первый слой уже льда начал уже крошиться. Немножко уже разъедает его солнцем. Опять пожеванная. Такая вот щучка попадает. Вот она сбивает. Вся размотана.
Хороший. Вот это лапать. Только камеру выключил и попал. Третий. Где-то подходят они. Ух ты. Стоит прямо у мормышки, рассматривает ее. Все, разворачивается и поплыл дальше. Вот такой клев сегодня. Где-то как приехал, 5 окуней вытащил сразу и все. Такой грамм 350, наверное. Вообще пузатенький, смотрите какой. Что за тормоза-то? Вроде рыба есть, в других лунках как-то поклевывают, а в этой то ли они камеры стесняются, не хотят никак. Окуни неплохие. Вытащил хорошего окушка. Время 7 часов вечера. Я уже съездил на другое озеро, снял жерлицы, еле-еле наловил живца, 10 штучек снял. Ух ты, вот это да! Снял уже с того озера все жерлицы и поставил сюда 18 штук. Решил попробовать, думал домой ехать, думаю, дай попробую окуня половить. Солнце зашло, закат такой. Идет мокрый снег. На календаре у нас 24 апреля. Приехал на озеро. И здесь уже все. На лед не выйти. Большие забереги. Лед подняло. Лед сам по себе еще довольно-таки толстый. Но рисковать я не буду. На технике точно не проехать. И здесь уже не пройти. Можно, конечно, накидать жердей. Но не хочу я ничего тут экспериментировать. И по большому-то счету даже дело не в этом. А дело в том, что уровень воды высокий, приличный такой. Видно, что лед подняло, и скорее всего, что рыбалка сейчас будет нулевая. На 99%. Сейчас съезжу еще до другого озера. Они здесь рядышком. Какой снег пошел. И посмотрю там, как дела. Ну, скорее всего, что там ситуация такая же. Проваливается. Тут уже глубоко, заберег большой. Вот с той стороны озера, вот там вообще уже открытая вода. Здесь ситуация точно такая же. Вода вылилась. Озера связаны с рекой. В реке вода прибывает с каждым днем. И, соответственно, здесь то же самое. Все, закругляюсь. Зимняя рыбалка. Рыбалкой закрываю сезон. Не хочу я такой рыбалки. Кто-то, конечно, подумает, что ну в теории можно было бы сюда кинуть жерди и пройти нормально на лед. Думаю, лед еще более-менее нормальный. Но он как-то вот все равно не внушает доверия. Немножко страшновато. Я не хочу такой рыбалки ходить и от каждого шороха, чтобы тебя в пот бросало. То есть это такая рыбалка экстремальная. Не хочется каких-то испытаний. Здесь уже у берега глубоко.
больше колена. А здесь еще глубже. Тут еще вот снежок, бугорок. Неизвестно там еще что под ним. Короче, все, собираюсь, еду домой. Съездил, проверил, узнал. Но снегу, конечно, в лесу еще достаточно много. Очень много. В деревне так подтаял снежок. Он какими-то участками. Где-то едешь, его не так много. А где прям, может быть, снегу больше было, выпадало. Хотя расстояние-то все, в принципе, тут рядышком. Не знаю, непонятно. Но снегу здесь вот сейчас ехал очень много. Вот местами так вот так вот по колено практически. Сапоги зачерпываешь, если вот, ну, без дороги ступаешь.